Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк, и сегодня мы погрузимся в недавно вышедший, больше месяца назад, клип реаниматора, который называется I Try Today. Как обычно, затронем сюжет, заделы на будущие эпизоды и замыслы Кейна. Итак, не будем тянуть, ну и мы начинаем. А сам клип начинается примерно на том же месте, где и закончился клип Via the Danger XL, на границе биомов базальтовых дельт и багрового леса. Так называемые близнецы, Баттер и Дуркл, успешно припарковали своих страйдеров и магмовую улитку у берега и уютно присели на незраковый пол, из которого, видимо, Баттер любезно сделал незраковые пеньки. Братья ведут пересказ событий, которые произошли в Незере за время отсутствия Абигейл. Их здесь озвучивают те же актеры, что и в Via the Danger XL, Джастин Грин и Эрик Шеффилд. И боюсь, что и без их голосов близнецы бы не вызывали такую симпатию к себе, как и сейчас. Они великолепны, по большей части, конечно же, из-за контрастности характеров. Дуркл энергичен, любознателен, немного трусоват, ну и не очень опытен, из-за чего и может встревать туда, куда не просит. В то время как его старший брат, Баттер, рассудителен, хладнокровен, мудр и опытен. Он явно прожил дольше Дуркла и знает очень многое, как о прошлом Незера, так и о нынешней ситуации. А Абигейл, к счастью, все так же озвучивает Амелия Мейдер, не стоит из-за этого переживать. И давайте сразу подумаем, зачем Кейну вообще нужно тело Абигейл? Ну, есть пару вариантов. После событий Poison, технически, у Кейна мог остаться лишний тотем бессмертия, и с его помощью, возможно даже с помощью усиления кристаллами, он хотел самостоятельно ее воскресить и использовать как козырь в борьбе с Империей Незера. К тому же, одной из причин его стремления помочь Рейну и Стелле как раз таки и мог стать сбор кристаллов в личных целях. Он точно должен знать, на что способны их силы, учитывая, что обладает архивами записей жителей Эндера. А значит, вероятность этого расклада нельзя исключать. Что касается фразы «It's too soon!», думаю, Кейн не планировал торопиться с ее воскрешением, так как не хотел, чтобы кто-то из крестоносцев, а может и сам Наеус, узнали о произошедшем. Судите сами. У оставшихся крестоносцев есть причины, из-за которых они могли бы осудить действия Кейна. Рейн — бывший любовный интерес Абигейл, которому было очень тяжело после ее потери. Если бы он узнал о действиях Кейна, он бы либо осудил его за то, что тот играет с огнем и подвергает опасности остальных, ведь Абигейл на момент смерти была грозным оружием, способным убить кого угодно. Или же осудил бы за то, что Кейн мог бы и пораньше рассказать о своих планах, и тогда Рейн бы не нес груз потери до середины 3-го сезона. У Сиары с Абигейл личные счеты, еще со времен Nightmares. А учитывая ее мстительный характер, она бы пожелала вновь убить принцессу. В таких вещах, как показывает опыт, она не особо прислушивается к Кейну. Что касается Стеллы, то, она явно проявляет к Рейну симпатию. Зачем ей нужны конкуренты на любовном поле? Если говорить о Наеусе, то план Кейна заключается именно в том, чтобы о краже тела среди Империи Незера никто не узнал. А теперь Абигейл буквально стала лицом символа неопалимого восстания. И вряд ли эта информация не достигнет нашего императора. Ну а Кайя, да и в каком-то роде Сиара, порушили все его планы. Небольшое пояснение. В событиях Nightmares Сиара оставила в живых одного пиглина, Вилбура. И этот же пиглин пытался выкрасть кристалл из-под носа Азура. Получается, что и Сиара в каком-то роде виновата в воскрешении Абигейл. Но не суть. Суть в том, что есть еще один вариант, почему Кейну нужно было тело принцессы. Дело в том, что он тоже может работать на кого-то другого. Ну, например, на ту же Ванессу, если, конечно, она все еще жива, которая могла планировать самостоятельно воскресить свою приемную дочь. И между Кейном и Ванессой могла быть заключена некая сделка, по которой он был обязан выполнять ее поручения. Ну, например, из-за того, что она в какой-то период времени спасла бы его жизнь, когда тот, к примеру, занимался различными делами в Незерском королевстве. Ну, или спасти от воздействия яда Эндергорфа, если бы магия тотема не помогла. Однако, задание с поиском и доставкой тела принцессы Кейн провалил, а значит, из-за этого может отхватить знатных звездюлей от своего нанимателя. Ну, конечно же, если такое имеется. Из рассказа близнецов нам дают понять, что после смерти короля пиглинов имперские силы решили, что пиглинское королевство слишком слабо и должно полностью войти в состав империи, чтобы пиглинская армия также участвовала в битвах на поверхности Оверворлда. Однако, большей части жителей королевства попросту не хочется проливать кровь и напрямую участвовать в бессмысленных сражениях за чужие территории.
истории. И из-за этого пиглины разделились на две стороны: сторонников империи и борцов за свободу. При этом борцы за свободу также были разделены на две части. Первые располагались непосредственно на территориях столицы Пиглинского королевства и защищали своего нынешнего правителя, юного принца Гамлета, сына короля Поркшира, которому на этот момент было всего лишь 12 лет. Да, я тоже немного оробел, узнав, что у Поркшира была семья и есть сын. Осталось понять, при каких обстоятельствах погибла его жена. Случаем не в битве ли с каким-нибудь назербеновцем? Хотя Гамлет может быть и приемным сыном, но в любом случае, если бы сторонники империи смогли его захватить, боюсь, что весомая часть восстания бы сдалась в пользу империи, чтобы защитить своего короля. Ну или как минимум, их моральный и боевой дух были бы на самом дне. Именно с этой целью туда были направлены Гуктарк Визерпик и Аврора Голдфист. Последнюю, к слову, озвучивает Лиззи Хоуф. В общем, Дуркал и Баттер предлагают Абигейл отправиться на помощь Пиглинскому королевству, что напрямую отсылает к былым временам, когда принцесса выполняла роль покровительницы Пиглинского королевства. И как же иронично от того, что в данной сцене Абигейл не выглядит как самостоятельный персонаж. Ведь даже стремление отомстить за то, что раньше с Абигейл обращались как с оружием, было аккуратно навязано ей Дуркалом, а не являлось ее собственным желанием. Да, поведение принцессы обосновывается ее растерянностью и также долгим нахождением под влиянием звезды Незера. Но все же это довольно занятный момент. Она вроде бы и обрела свободу воли, но все равно выполняет волю других людей. Ну или пиглинов. Да, она все-таки принцесса и должна заботиться о своем народе, но иногда все же стоит спросить себя, а чего я хочу на самом деле? И вот, составив план действий, Абигейл и близнецы отправились на базу неопалимого восстания, которое на данный момент еще окончательно не сформировалось. Оно сформируется по ходу клипа из различных ячеек бунтовщиков, как единое объединение, в которое войдут и борцы за свободу. В него будут входить и повстанцы королевства Блейзов. И если ячейка борцов за свободу появилась лишь после событий Eternal, то Блейзы начали воевать с Империей гораздо раньше самих пиглинов. Ведь их королевство уже было ассимилировано с Империей, по словам Баттера. И на момент того же Eternal в Незере было уже лишь два короля. Why does there never have two kings? I thought King Neus already united the whole Nether under his banner. The Piglin King and his faction are independent, but they run supply lines for the Nether King in exchange for protection. Если бы королевство не было ассимилировано, их было бы 3. И давайте немного поговорим о Блейзерском королевстве. Насколько я понимаю, в былые времена оно тоже входило в состав Незерского королевства и самой Орды Незера, под руководством короля Глутона. Их представителем являлся Скорч, будучи Блейзеркином, однако, когда все правительство Незера было убито, альянс распался, и королевство вышло из состава Орды Незера. А остатки Орды разделились на две враждующие фракции, на пигманов и визеров, и то со своими нюансами. А когда к власти пришел Неус, Блейзов могли насильно затащить в имперский состав, поскольку у них не было сильного и влиятельного предводителя, в отличие от Пиглинского королевства. The Piglin King is one of the most powerful figures in the Nether. Поркшир-то правил своим народом еще во времена правления Глутона, а вот насчет лидера королевства Блейзов подобное сложно сказать наверняка. И вот некоторые жители Блейзерского королевства тоже устали терять своих близких и решили восстать. К таким, к примеру, относится Лохар, 500-летний магмамант, старый друг короля Глутона и вдохновитель Акуи Азурлуман. Он мельком появлялся в эпизоде и, по-видимому, сейчас занимается другими делами. Например, освобождением своего дома. Думаю, битву за Блейзерское королевство нам покажут в будущем эпизоде. Предпосылки к этому уже имеются, да и Блейзы, владеющие пламенем душ, хорошо впишутся в эту бойню. Но пока вернемся к повествованию данного клипа. Добравшись до базы борцов за свободу, путешественники предположительно оставили своих питомцев у стен крепости и были с распростертыми объятиями встречены повстанцами и их лидерами. Более подробно о них я рассказывал вот в этом ролике, советую с ним ознакомиться. На базе восстания Абигейл переоделась в одежду из Poison, получила новое оружие и переняла бразды правления местными повстанцами, которые присягнули ей на верность и поклонились. Составив план действий на брифинге, войска борцов за свободу во главе с принцессой выдвинулись спасать принца Гамлета и его пиглинов, а также отвешивать звездюлей Авроре и ее армии. Добравшись до многострадального бастиона, который уже был сожжен имперскими войсками, принцесса решила взять удар вражеского генерала Гуктарка на себя, тем самым спасая пиглина, которого вот-вот ждала смерть.
Но, несмотря на это, Гуктарк даже не проявил никаких эмоций по поводу того, что перед ним стоит воин королевского рода. Он лишь удивился внезапному появлению принцессы и ее быстрому парированию данного выпада. Преисполненный полным пофигизмом, Гуктарк наносит несколько ударов и отталкивает Абигейл назад. Но та делает сальто и воодушевленно командует своим воинам, которые все это время просто стояли и смотрели на битву, начать атаку. Или же спасательную операцию. Я, конечно, понимаю, почему это было так показано. Таким образом, борцы сразу дают врагу понять, кто здесь главный и что ему был брошен вызов. И тот не будет отвлекаться на других воинов. Но черт побери, за время, пока бойцы за свободу просто стояли, за кадром явно мог погибнуть не один пиглин. Да, это красиво показано, но как боевая тактика, это весьма сомнительное решение. В общем, началась битва за проход в Пиглинское королевство. Пехота повстанцев во главе с Дуркалом разбиралась с пехотой имперцев, арбалетчики их прикрывали, Батор с помощью магмомантии создал базальтовую колонну и поднялся по ней, как на лифте, и с помощью блоков магмы сделал из имперского подкрепления жареные отбивные. А Акуи, облетев врага с тыла, с помощью пиромантии поджарила пигманов и, видимо, выжгла нескольким душу. Но, видимо, это работает так, раз пигманы загорелись пурпурным пламенем и посерели. И да, она, как Блейза, умеет левитировать, не используя при этом свое пламя душ. И если эффекты взрывов Баттера выглядят не так впечатляюще, как те же самые взрывы в The Brave, то вот пламя Акуи выглядит очень даже горячо, пускай и не так эстетично, как на рендерах, показанных до релиза. Тем временем Абигейл и Урграк пытались разобраться с Гуктарком. Урграк сумел ошеломить врага ударом молота. Мой больше! И пока тот был дезориентирован, Абигейл добила его резким ударом в шею. И я не уверен, это ее коронный прием, который она даже пыталась использовать в Nightmares на Сиаре, или же это отсылка на прием Рейна, которым парень умудрился ее убить. Я без понятия, что это конкретно было, но факт остается фактом. Гуктарк был убит. Спрашивается, зачем нужно было нагонять столько пафоса его персоне в предрелизных анонсах, если его смогли победить какие-то, явно опытные принцессы Незера и менее опытный лидер ячейки Восстания? Я, кажется, теперь понимаю, почему чувак был так быстро убит. Когда против тебя сражаются два сильных бойца, шансы не огрести приближаются примерно к нулю. Это вам сражаться не с обычными пиглинами. В общем, имперский генерал погиб, что весьма воодушевило повстанцев. И они продолжили бой, все ближе продвигаясь к столице Пиглинского королевства. И, как оказалось, пока пиглины ликовали, Аврора уже прорвалась во дворец, убила охрану и, захватив принца, посадила его в клетку. После этого пленник был вынесен за пределы дворца. Но этот промах не сломил дух пиглинов, и, узнав о приближающемся подкреплении, они продолжили отстаивать свою родину. Не без помощи боевых хоглинов, к ним на помощь все же прорвались повстанческие войска. В полубитвы воины восстания сумели расчистить проход для Абигейл, и принцесса побежала спасать Гамлета. И опять же, она была готова сражаться бок о бок со своими бойцами, но именно Дуркал посоветовал ей не терять времени и пойти разбираться с лидерами вражеских войск. Это вызывает небольшие подозрения и заставляет задуматься насчет близнецов. Но скорее всего, это всего лишь совпадение, учитывая, что подобная сцена была уже показана ранее, но в другом клипе, и не несла за собой ничего сверхъестественного. Подбежав ко дворцу, Абигейл сразу же встретила сама Аврора, видимо, уже давно поджидающая ее. И тут два варианта. Либо ей доложили о том, что среди рядов повстанцев присутствует вернувшаяся принцесса, поэтому она была готова к встрече с ней, либо же, что не менее вероятно, воительница попросту ни во что не ставила нашу любимицу. Все же, она пережила гражданскую войну и потеряла на ней руку, которую так удачно заменили на золотой протез, явно пиглинской технологии. Так что у ней есть повод ненавидеть принцессу. Технически, если бы та смогла убить Рейна в Just So You Know, лже-король пигманов не появился бы, а значит и гражданская война бы не началась. В попытке отстоять свои идеалы, лидеры своих войск встретились лицом к лицу в смертельной схватке, которую, как мне кажется, принцесса бы не выиграла без помощи своей магии. И да, было официально подтверждено, что Абигейл обладает электромантией, другими словами, магией молний. И теперь шизотеории, гласящие о том, что Херабрин и Абигейл являются родственниками, не такие уж безумные. А особенно на фоне того, что все это было подтверждено в анонсе клипа Demons, который был сделан уже после написания сценария к этому видео. Короче, о факте наличия врожденной силы у Абигейл мы предполагали давно, но адекватных подтверждений этому не было. И вот свершилось.
По итогу схватки Абигейл победила Аврору и пафосно ее прикончила, попутно нарекая себя новым титулом неопалимой принцессы. В дальнейшем альянс различных повстанческих ячеек и будет назван в честь звания принцессы — неопалимым восстанием. И если у кого-то есть вопрос, почему я называю все это неопалимым, а не сгоревшим восстанием, то вот вам ответ. Во-первых, оригинальное название принцессы Unburned явно отсылает на Игру престолов, там героиня тоже носила данный титул, и в русскоязычной локализации она как раз и звучала как неопалимая. Во-вторых, сочетание «не сгоревшая принцесса» на русском языке звучит как-то сомнительно и не так возвышенно, поэтому и требовала адаптации. Я не сгорела. Ну и в-третьих, это еще и неплохая библейская отсылка. И вот, падение последнего имперского генерала вынудило большую часть имперцев бежать в панике и отступать к ближайшему гарнизону. А те, кто не захотел или попросту не успел убежать, скорее всего, были добиты. Возможно, за ними в погоню даже отправили лазурных блейзов, как и акуи, владеющих пламенем душ. Но это не точно. Но я сомневаюсь и в том, что повстанцы могут себе позволить брать пленных, хотя и этот расклад нельзя исключать. Гамлета также успешно освободили из заточения, и я уж не знаю, из чего была сделана клетка, но ее прутья удалось расплавить только благодаря совместным усилиям Баттера и Акуи, если судить по оранжевому и голубому цвету раскаленных прутьев. И по факту Пиглинское королевство было освобождено. Нет, ну а что? Наследный принц королевства спасен, столица отбита. А если бы в ближайших окрестностях располагались бы какие-то вражеские войска, повстанцы бы не вернулись на базу, а разобрались бы в первую очередь с ними. И раз этого не произошло, значит королевство было полностью отбито. И именно после данного боя и образовался истинный повстанческий альянс — неопалимое восстание, названное в честь нового титула неопалимой принцессы. Уверен, повстанцы закрепились на данной локации и поблизости основали свои оборонительные посты, чтобы не дать врагу вернуть эти земли. А вскоре участникам восстания пришлось разделиться. Насколько я понимаю, Гамлет остался править своим королевством, и для подстраховки в крепости даже осталось еще Акуи и Урграк. Во всяком случае, на базе восстания в конце клипа их не оказалось. Дуркал и Баттер ушли разбираться с клиентом, а Абигейл, Верстгард и воины новообразовавшегося альянса неопалимого восстания вернулись на базу сопротивления, где и начали прорабатывать планы дальнейших действий. Скорее всего, они думали о том, как отбить Блейзское королевство. Тем временем в Оверворлде крестоносцы собрались в таверне Незербейна, чтобы передохнуть, переодеться и поделиться своими находками. По-моему, я это уже где-то видел. По поводу их новых нарядов, которые крестоносцам шили портные Незербейна, я уже говорил в другом ролике. Так что, если интересно, кликайте по подсказке и посмотрите его. Сиара и Рейн решили выпить и, скорее всего, вспоминали свои прошлые посиделки в таверне Фростборна из Clear Skies. Быть может, даже вспоминали то, как Рейн отпустил Абигейл и переключился на Стеллу. А тут судьба такие приколы вытворяет. Стелла отсыпалась. Видимо, за кадром с помощью кристалла пыталась колдовать какие-то заклинания. Или просто устала. Ланс же пристально наблюдал за кристаллом. Видимо, обдумывал свои дальнейшие действия. Чую, его идеи до добра не доведут. Если говорить по сути, то авторы уже неоднократно заявляли о том, что Ланс не вернет себе прежнее тело. Что тогда замышляет эта лягушка? Загадка. Ты оставался мистерией с тех самых пор, как появился в сие царстве. Да и вряд ли кристалл как-то поможет Лансу вернуть свои силы, разве что усилит сигнал контроля разума, за счет которого он и управляет дракона-человеком. Возможно. У меня вопрос получше. Куда дели Ностру и чем этот персонаж занимается? Вероятнее всего, тоже спит, только на диванчике на другом краю таверны. Диван же был передвинут, когда Кейну достали стол зачарования. Так что, думаю, все в норме. И пока все крестоносцы были заняты, Кейн тайно покинул таверну, чтобы встретиться с Элайтом, а впоследствии и со своими наемниками. И, как вы знаете, у меня сгорело с того, что Элайт выжил. Нет, не потому, что я жажду его смерти, а из-за того, что с помощью своей силы, в теории, он мог спасти других бойцов Фростборна с помощью своей портальной магии. Но он этого не сделал, ведь ему нужно было соблюдать конспирацию. Поясняю, и незербейнцы, и фростборнцы, и даже жена Элайта, Майя, все они уверены в том, что он погиб. То, что было показано в Cold as Ice Remake, было инсценировкой, которую Элайт поставил по приказу Кейна, чтобы тот мог тайно заключать различные сделки с наемниками Незера. Но вот по отношению к погибшим бойцам, это как-то мудаковато. Или я один так считаю. Ну ладно. Stay cool.
Эйлайт открывает Кейну портал в Пиглинское королевство, и Кейн отправляется забирать свой заказ. Но, как оказалось, курьеры, Дуркал и Баттер, заруинили доставку и пришли навстречу лишь чтобы об этом сообщить. Представь, Кейн. проснется утром, а Заказу. да его того приделали ноги. Между героями возник небольшой диалог, который продолжил шутку из концовки авиазадания GXL. Forget it. I don't get paid enough for this job. How can you mess this up? I'm not paying you enough! Actually... И в итоге пиглинам пришлось отвезти Кейна на базу неопалимого восстания. А еще Баттер дал Дуркалу подзатыльник за то, что тот слишком много болтает. Но это можно и опустить. Мне больше интересно, флешбэкнула ли местную стражу их появления. И вот Кейн благополучно встретился с Абигейл, немного так подофигев от факта ее возрождения. Твое лицо, когда заказ, за который ты уже заплатил, ожил и благополучно от тебя свалил. Абигейл, надеюсь, ты дашь Кейну звездюлей за то, что он, во-первых, нарушил ваш с ним контракт, The Netherbane will avoid your domain, but I don't want any more pigs going to my tavern. а во-вторых, за то, что из-за него юный принц Гамлет лишился собственного отца. А то он задолбал безнаказанно врываться в чужие дома и убивать местных правителей. И на этом клип заканчивается. И что я могу сказать по его поводу? Это было лучшее начало сезона. Во всяком случае, лучше, чем начало третьего, где персонажи просто шли из пункта А в пункт Б. Лору здесь навалили, музыка вписалась великолепно, сама песня от Blacklight District чем-то напоминает другие их релизы. Be Afraid, Like Yesterday и Thank You. Но получилось намного эпичнее. Она наполнена различными англоязычными идиомами, как это часто и бывает в работах Кайла. Чего только стоит одна песня Preach to the Choir. По смыслу, песня вдохновляет слушателя продолжать стремиться и двигаться вперед. И даже если вам не удалось чего-то достичь, вы уже можете гордиться тем, что вы не остались сидеть в стороне и ждать подходящего момента, а не теряя времени, пошли на риск и попытались что-то сделать и хоть чего-то добиться. Но возвращаясь к разговору о грядущих частях, то, как я уже сказал ранее, скорее всего, неопалимое восстание будет продолжать отбивать вражеские территории в королевстве Блейзов. Однако, все может пойти не по плану. Дело в том, что Наеус рано или поздно узнает о возвращении принцессы и явно не будет сидеть сложа руки. Очевидно, что он не признает власть Абигейл и будет планировать ее устранение. Скорее всего, он пошлет за ней каких-нибудь сильных наемников, как это было с Рейном и Стеллой. Но не самому же пачкать о нее руки, верно? К тому же Реаниматор подтвердил, что она еще не готова раскрыть весь потенциал имеющейся силы, а значит, ее устранение должно быть в приоритете у Императора. С другой стороны, в игру вступает Кейн, который планировал воскресить принцессу в более подходящий момент. Он же мог планировать это еще со времен конца второго сезона и заказать поиск тела принцессы в Be Afraid или Already Die, пока был в Незербейне. Ну, разумеется, за кадром. Но что, если он еще и собирал армию или ополчение на случай возвращения принцессы? Например, из тех же пилладжеров или салборнцев. Можете ли вы себе представить сюжетную развязку, в которой фростборнцы, крестоносцы, пилладжеры и жители Незера окружают остатки армии Наеуса, но получают звездюлей от дракона, а потом Рейн и Стелла изгоняют из дракона одержимость и уже с его помощью будут добивать врага? Это, конечно, какая-то шиза, но звучит круто. Я бы на это взглянул. Ну а на этом все. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока. До новых встреч. Увидимся когда-нибудь завтра. Пока! Держись, мы новый мир воздвигаем на месте того, что создан был не нами мятеж. Голос наших надежд и день за днем их прежний мир горит огнем. Вставай, пусть разгорается пламя, уж пробил их час, долой режим упрямый вперед. Мы свободный народ, чего молчать? Восстань, заставь весь мир сиять.